друзья! Сегодня великий праздник середины осени. Мы с вами находимся на вершине холма, который назван в честь, собственно говоря, названия города Санья. Города оленей. Древняя легенда. Давным-давно жил очень злой и жадный помещик, и для того, чтобы угодить одному высокому чиновнику, он захотел преподнести ему в подарок оленьи рога. Но сам он охотиться не умел и решил заставить своего слугу, Ахая из деревни Ли, пойти в горы убить для него оленя. Тот не был охотником, и потому впервые в горы вернулся с пустыми руками. Помещика очень разозлило то, что он не получил оленьи рога. Тогда он схватил мать Хэя, бросил ее в темницу и сказал: «Если твой сын не принесет оленьи рога, то больше никогда не увидит свою мать». Слова помещика заставили почтенного Ахая снова подняться в горы за оленем, чтобы спасти свою матушку. На горе Вуджи, 5 пальцев, Ахай затаился в кустах и вдруг увидел такую картину. Бежит олень, его преследует свирепый леопард. Ахай, не мешкая ни минуты, натянул лук, выпустил стрелу в леопарда и убил его. А пятнистый олень тем временем скрылся. Вдруг он вспомнил свою бедную мать, и на сердце у него стало тяжело. Ахай лег на камень, погрузился в свои тяжкие думы и не заметил, как уснул. Прошло какое-то время. Внезапно он проснулся от того, что услышал звук копыт. Он открыл глаза и увидел несколько оленей, резвящихся подле него. Среди них был и тот, которого он спас. Так случай Ахай упустить не мог. В этот момент юноша будто услышал стоны своей матери и злобный смех помещика. Не раздумывая ни минуты, он вскочил, натянул лук, но не успел он выпустить стрелу, как все олени бросились на рассыпную. Ахай пустился вдогонку за оленем. Долго он преследовал оленя. Прошел много гор и лесов. Наконец настиг его на берегу залива Санья. Олень увидел впереди безграничное синее море. И ему ничего не оставалось делать, как остановиться. Ахай, увидев, что оленя нет пути вперед, вытащил лук и натянул его. И в тот самый момент, как юноша собирался выпустить стрелу, олень повернул голову и в его сторону и превратился в прекрасную девушку. Ахай остолбенел от удивления и выронил лук из рук. А девушка-олень, узнав о беде Хэя, пожалела его и сразу полюбила такого храброго и доброго юношу. Она попросила своих братьев-оленей помочь Ахаю наказать жадного помещика и спасти его мать. С того момента девушка-олень и юноша Хэй стали мужем и женой. Они поселились на холме, на берегу залива Санья, посадили на пустыре кокосовые деревья, распахали поле для посевов. Ахай работал в поле, а его жена следила за домом. Так и жили они долгой счастливой жизнью. Прошло время. Их дети и внуки, преодолевая трудности и продолжая дело своих родителей, превратили этот залив в прекрасное место. С годами этот холм стал похож на оленя, повернувшего голову, и тогда люди дали ему название – обернувшийся олень. Вид на Южно-Китайское море. Сначала вы встречаете остров Феникс. Пока еще солнце не село, огней еще нет. Дальше мост. И Санья, город, который... Через несколько минут сядет солнце, и мы с вами видим город совсем в другом цвете. А пока наслаждайтесь видами залива. Если спуститься немного вниз, то будет меньше народу, но больше толку. Это огромный центр, который вы видите строится, он был, его потом снесли, и теперь строят огромный новый центр в Санье. Побережье очень длинное, очень большое, больше 20 километров пляж. И вот за той горой, если посмотреть вдалеке, там есть статуя, самая большая статуя
Багининанджи. Больше 108 метров. Надеюсь, мы туда скоро приедем. Вы видите, какое количество прогулочных катеров возвращается в гавань, в бухту, для того, чтобы насладиться ночным видением, ночным действием, праздником, который сегодня здесь. Все хотят зайти в гавань. Мест уже немного. Где-то там мы живем. Елунвань залив. Люди приезжают на автобусах сюда, на маленьких. Подняться на этих автобусах гораздо веселее, чем идти пешком. Идеальное место, чтобы закончить день, завершить день, праздник. А сегодня праздник, день середины осени. Огромное количество людей, туристов со всего света. И знакомство с Санье. Лучше начать с этого места. Кто-то вылетает из этого города. Бесконечный. Хотя вроде волны никакой нет. Ну, наверное, у них какие-то есть ограничения. Скорее всего. Я думаю, что час пройдет и будет совсем другая атмосфера. Ну, как вы поняли, фотография вновь возродилась благодаря компактным смартфонам. Камень сердца. Здесь настоящие джунгли, друзья. Идешь, такая тень, воздух такой свежий, морской, лесной.巷子里，我走了一件公寓，为了相遇你不期而遇。高中3年而过，你爱着听什么？能不能告诉我？躺在你学校的操场看，总有一天，总有一年，回忆没走。记得我写给你的情书，学校旁的广场，我躺在你学校的操场看星空，教室里记得我写给你的情书，都什么年代了，到现在我还在写。情是一种委屈，我在你面前什么委屈？为你什么委屈？ Праздник влюбленных сегодня. OK， 一首为你写诗送给大家。那么再次欢迎大家来到我们三亚路回头风景区，稍作休息，待会儿再见。祝大家中秋节快乐，拜拜。
Давайте, друзья, поднимемся, пока солнце еще не село. Я вам покажу, что здесь не только просто площадка, здесь дивный тропический лес. Совершенно дивный для тех, кто не только занимается фотографией, но и вообще путешествует. И с Фойонычем, я думаю, что вам будет интересно. Да, здесь действительно красиво. Сюда стоит приехать. Кто предпочитает тишину и покой, а не всякие там разные концерты. Есть множество площадок для наблюдения. Вы можете выбрать уединенное место или места, где много людей. Так или иначе, вы найдете те локации, которые вам интересны. Просто тропический рай. Как вы думаете, что это за цветы? Угадаете? Вы сможете найти здесь уединенные места, вне зависимости от того, один вы или вас много. Здесь настоящий сад камней, друзья. Мы с вами на склоне, олень повернул голову. За моей спиной, друзья, огроменная статуя. Олень повернул голову. Сегодня праздник полной луны, день середины осени. Санья, Китай, Хайнань. Да, зрелище, друзья, впечатляет. И свет. Сегодня подобающая погода. Сегодня дождь, тучи. Сейчас все развеялось. Ясное. Небо само открывает. Праздник только начинается, друзья. Народу уже столько, что все уже уселись, заняли места, наблюдать за закатом на этих ступенях. Место напоминает и Италию, и Грецию во многих местах. Но столь масштабного вида на город мало где встретишь. Мы с вами в Хайнане, на холме, город оленя. Видите огоньки? Моя модель, друзья. Луны. День Луны. День Луны, друзья, сегодня. Включат сейчас, через 15 минут, даже меньше. Перед вами остров Феникс, Саня. Все ждут, когда зажгутся огни. Подсветка на зданиях. Отличный способ проверить пленку синюю. Кодек. Кодек, кстати, нам сделал подарок. Выпустил 2 новые пленки наконец-то. Мы будем снимать со штатива на 500-й синюю. Посмотрим, что получится в этой темноте.
Итак, друзья, я готов. Штатив, Минокс и кодек для кино. Снимать будем Феникс. Сейчас покажу вам, что такое Феникс. Это остров и дома. Здесь есть, можно купить соки, попить что-нибудь, чайку, посидеть. Очень приятно провести время. Ветерок приятный.我们自己拍不就好了吗？我不想跟他靠打你了！奶奶过来，让奶奶过来。奶奶来。奶奶照。Шаланды. Полная луна сегодня. Полная. Тут прям какой-то этот туман. А, дым машины. Здесь потому что много туманов, друзья. Почувствуйте, туманный. Можно записать на них и отправить мне. 我还需要你对我依赖，是我真正想要的，要那么快就可以。OK， 听到大家的声音非常的好听。我们так дали. 大家还想要月饼吗？ У тебя. 接下来呢，到了咱们的一个互动环节，前5位，还有谁？来，上面那位先生，
川岛福那位，对，就是你，没错。 Все побежали искать. Блин, я сижу на проходе. 如果世界太危险，只有音乐最安全，带着我进梦里面，让歌词都实现。不必担心时间流逝带走一切，无论是黑怕还是摇滚，我的爱一直不变。所有美好回忆记录在里面，这种 forever love 那么深，我们的歌那么真，不过界，刚开始走。 有遗憾，命运的安排，遵守自然的逻辑，谁都无法解谜底。远离家乡，不胜唏嘘，繁华成秋叶，而我却像落叶归根。 睡在你心间，几分忧郁，几分孤单，都心甘情愿。我的爱像落叶归根下，唯独在你身边。 А где я? 我却像落叶归根，睡在你心间。 О, смотри. 身边。 Вот они технологии, а вы говорите. 你爱的人就坐在你的身边，我希望你拉紧他的手，好吗？失眠的夜慢慢走过。Здесь вот подводная лодка и шоу. Город морской, поэтому здесь много развлечений для моря, для морского. Море. Испытание нового фонаря, друзья. Можно регулировать освещение, яркость. Можно сделать холодный. Ну, здесь, наверное, теплый больше. Ну и можно выдвигать, если что. Вечер отличный. У меня сегодня завершающий стереотест с 2 микрофонами. Выше, кстати. Какой вам, кстати, цвет больше нравится? Холоднее или не очень сильно? Целая сцена. Мы сейчас планируем дойти до станции автобусов и спуститься обратно уже на автобусе, потому что высота большая. Друзья, если вам понравился этот выпуск про парк «Олень повернул голову», напишите в комментариях, друзья. Динамик крепит, пора ремонтировать, пора в диффузор. Как вам поездочка? С ветерком. Ну, вы знаете, что делать. Вон там пройдешь, когда проходить будешь, в ту сторону. В парке олень повернул голову. Потому что меня как бы... В русской варианте, скажем так, всех экскурсионных бюро это переводится как «Привет, здравствуйте».